Яхой всем, кто, как и мы, стремится на самое дно. Сегодня понедельник, в эфире канал Море, и мы отправляемся с вами в новое путешествие. Сегодня наш путь лежит в сторону, наверное, самого популярного и уж точно самого длинного кораллового рифа Хургады – Эль-Фанадир. Он расположен на севере от города, всего в получасе езды на яхте от любой центральной марины, но обо всем по порядку. Аптека еще закрыта, а местный бомонд из экспатов уже ждет свежего боярышника. А нет, это мои сегодняшние компаньоны ожидают трансфер до дайв-бота. Трансферы в Египте бывают двух видов. Вот это правильный трансфер. Ну а это, как вы понимаете, трансфер неправильный. В случае, если ваш трансфер задерживается более чем на 15 минут, имеет смысл связаться с поставщиком туристической услуги и уточнить, не забыли ли о вас. Но не будем о грустном. Если вы решите отправиться под воду в нашей веселой компании, таких проблем не возникнет. И вот вы уже мчите по улицам Хургады навстречу новому яркому событию вашей жизни. Выбор марины, то есть причала, откуда яхты ежедневно отвозят дайверов к месту погружения, зависит от конкретного дайв-сайта. Чем ближе стартовая точка к месту погружения, тем меньше топлива и времени уйдет на доставку молодых и опытных дайверов. Сегодня нашей отправной точкой стала марина у легендарного отеля Олд Шератон, старейшего в Хургаде, построенного в 1974 году как раз для дайверов. На причале вас обязательно встретят представители команды и помогут зайти на борт, расскажут про правила нахождения на яхте и постараются сделать ваше путешествие незабываемым. Нашим плавучим домом на ближайшие 6 часов стал дайв-бот White Whale или Белый Кит. Это потрясающее двухпалубное судно было изготовлено специально для дайв-сафари около 10 лет назад. Яхту оценил даже Алеша, который обычно совсем не склонен к сентименту. Лежаки для уставших или замерзших в ходе погружения дайверов, большая палуба для туристов, защита от солнца. Полноценная кухня выполнена в американском стиле. Кают-компания, где для вас проведут брифинг перед погружением. Кто знает, возможно, это буду даже я. Вместительная площадка для оборудования и снаряжения с мини-баром, где вам предложат прохладительные напитки, а также чай и кофе. Вешалка для костюмов находится на корме. Здесь же располагается широкая площадь для входа в воду. Яхта «Белый Кит» в длину достигает почти 40 метров. Оборудована двумя двигателями производства компании Mercedes-Benz общей мощностью 800 лошадиных сил, что позволяет ей покорять морские просторы очень быстро и практически бесшумно. Везде чисто и аккуратно. А команда судна выполняет свои обязанности слаженно и практически незаметно для туристов. Мое почтение капитану! А вот, кстати, и его рубка. Уютненько, не находите? Ковер, деревянная мебель, даже кровать для отдыха. Кто знает, сколько сердец на ней было разбито. Классно, наверное, иметь опцию пригласить понравившуюся девушку на борт своей яхты со всеми втекающими и вытекающими последствиями. Около 11 часов мы прибыли к месту первого погружения. Риф Фанадир сильно вытянутый в длину и достаточно узкий в ширину. Он тянется вдоль побережья Хургады с севера на юг.
Территориально риф делят на 3 части, согласно сторонам света: северный, восточный и южный. Наибольшая глубина в северной части рифа Фанадир достигает 30 метров, и видимость под водой очень хорошая. Однако дайверы облюбовали восточную часть рифа. Причина в том, что на востоке риф имеет небольшую кривизну, что защищает эту часть от непогоды. Склон этого рифа Хургады, поросший кораллами, уходит в глубину под углом в 60 градусов и, достигнув уровня 12 метров под водой, плавно переходит в песчаное плато. Но описывать прелести рифа с поверхности – дело неблагодарное, поэтому погружаемся. И для начала я бы хотел показать это удивительное место глазами туриста, роль которого сегодня исполняет специально обученная жена, которая в данный момент проходит на поверхности все стадии отрицания, осознания, принятия и, наконец-то, погружения. Не забудьте поставить Людовику лайк за смелость. В туристическом дайвинге, в программе экскурсий, вы будете погружаться с профессионалом, который будет контролировать весь процесс, работать с вашим оборудованием и постоянно следить за вашим комфортом. Опытные подводные гиды всегда знают, что показать туристу на небольшой глубине. Она не превысит 9 метров, но и здесь вас ждут незабываемые встречи с уникальными обитателями Красного моря. Стаи рыб, яркие кораллы, блики солнца на дне. Вашей задачей остается только дышать и наслаждаться процессом. В целом, дайвинг – это командный вид спорта и отдыха. И говоря о Фанадире, трафик подводников порой тут может просто зашкаливать. Но это и хорошо. Вы всегда найдете с кем поздороваться, от кого узнать о месте нахождения редких обитателей рифа или сделать уникальные снимки и видео. А также ваш напарник, или говоря профессиональным языком, бадди-партнер, всегда поможет в случае проблемы и даже, при необходимости, поделится своим воздухом и хорошим настроением. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Эль-Фанадир в переводе с арабского означает «скала на вершине рифа». Сегодня мы совершим 2 погружения, одно в южной, а другое в восточной части рифа. Южный Фанадир состоит из рифовой стены высотой 10 метров. Вдоль рифа проходит песчаное плато шириной 15 метров, ведущее к обрыву, глубина которого может достигать 60 метров. На старте погружения риф будет с левой стороны, а во время возвращения – с правой. Ныряя над песчаным плато, вы можете найти некоторых жителей, прячущихся в одном из многочисленных коралловых образований. Стена рифа покрыта твердыми кораллами различных форм и цветов. Этот дайв-сайт подходит для всех уровней дайверов, а также для обучения и ночного дайвинга, где у вас есть возможность увидеть испанских танцоров. Однако погружение в темное время суток сейчас запрещено. Но всегда можно найти варианты, и об этом я обязательно расскажу в следующих выпусках. Вернемся к рифу. Фанадир является домом для удивительного разнообразия видов фауны и флоры Красного моря, а также некоторых необычных рыб. Некоторых из них вы можете наблюдать уже сейчас. Я не смог найти название всех и очень надеюсь на вашу помощь в комментариях. А более редких и занимательных рыб мы разберем чуть позже, ведь сегодня нам довелось увидеть множество скатов, рыбу-шар, тузовков, дельфинов и даже осьминога. Если вы фанатичный подводный фотограф, то Фанадир –
идеальное место для макросъемки, даже таких видов, как голожаберные моллюски. Северный Фанадир также является хорошим местом для погружения в дрейф с дайв-бота, либо с лодки «Зодиак», на которой вас отвезут в любую интересующую часть рифа и позволят неспешно вернуться под водой в компании компетентного гида. Имейте в виду, что такой дайвинг доступен только после прохождения обучения и получения сертификата. Пройти начальный, да и любой другой курс скуба-дайвинга можно с нашей помощью. Оставляйте заявки и пожелания в комментариях, либо пишите в директ моего инстаграма. Ссылки будут в описании. Мы сможем обсудить удобное для вас время прилета, тонкости и последовательность обучения, а для профессионалов организовать незабываемое сафари по лучшим дайв-сайтам Красного моря. Обучение проходит на русском, либо на английском языке. Для учебной литературы вы также сможете выбрать наиболее удобный язык или онлайн-формат. А мы продолжаем наше путешествие. В восточной части рифа вас встретят тридакны. Раковина этого двустворчатого моллюска может достигать длины 2 метров, а вес достигает 400 килограммов. Моллюск способен прожить более 200 лет. Раковины используются как строительный материал и для поделок. Жители некоторых островов Океании изготовляли из них монеты. К сожалению, повсеместный лов тридакн уже привел к сокращению популяции. Остается надеяться на то, что они спасутся в глубинах. Этот моллюск может спокойно находиться в глубине до 100 метров. В тридакнах находят самые крупные жемчужины, например, жемчужину Лао-Цзы. И для увеличения стоимости для каждой из них придумали легенду о безымянном ныряльщике, зажатым рукой или ногой створками раковин, и так и погибшим. Отсюда пошло другое название моллюска – ловушка смерти. Подводный мир Фанадира поражает своим разнообразием. Но не стоит забывать о технике безопасности. Ниже уровня поверхности мы – гости. Поэтому самое важное правило – ничего не трогаем руками. Обитатели этого мира могут укусить, обжечь, поцарапать, отравить.
Но только в том случае, если вы их спровоцируете своими необдуманными действиями. Соблюдая это простое правило, попутно ухаживая за своим подводным оборудованием, вы оцените не только красоту, но и безопасность такой глубины. Хотя премию Дарвина можно получить и здесь. Вставляем голову, скидываем грузы и вуаля! С детства нас учили тому, что спички не игрушка. С возрастом приходит осознание того, что и вода отнюдь не подарок, зато дает жизнь, а порой рождает в голове дайверов самые странные мелодии. Взгляните, к примеру, на вот этих красоток. Реснички нарастили, губки подкачали, теперь можно смело отправляться покорять столицу. Или вот этот загадочный паренек. Наверняка у каждого из вас есть похожий закадычный друг. Человек-дискотека, человек-праздник. Хотя, может быть, он просто подхватил чего, и теперь весь чешется. А тут мы можем наблюдать утро в метро любого мегаполиса. И как-то неудивительно, никакой давки, никаких криков. Все культурно, каждый знает свое место и цель. А сейчас мысленно перенесемся в вечер пятницы. Представьте, вы провели тяжелую неделю на работе, за пары, тонны задач, и вот, вечер, диван, приятный сериал или книжка, бокал вина, и мысли лишь о том, чтобы это мгновение длилось вечно. Но не обольщайтесь, где-то рядом уже притаилась жена, главный враг пятницы. Сначала она присматривается к вам, выбирает возможность для атаки. Вы чувствуете опасность и стараетесь лишний раз не отсвечивать. Однако этот хищник своего не упустит. И вот вы уже активно скачете между табуретками, с пылесосом или моете посуду. Знакомый сценарий? То-то же. Я очень люблю наблюдать за жизнью скатов. И надо отметить, нелегка жизнь простого пятнистого ската хвостокола. Поскольку большую часть времени хвостоколовые проводят на дне, зарывшись в грунт, на них можно случайно наступить. Они потенциально опасны для человека из-за шипа, расположенного на хвосте, которым обычно пользуются не для нападения, а для защиты. Да и случайная пятка не самая большая проблема скатов. Куда хуже тот факт, что мясо скатов-хвостоколов съедобно. Их ловят на крючок и бьют гарпуном. Думаю, доводилось видеть, к примеру, в сериале Lost. Рецепты блюд из мяса скатов присутствуют во многих кухнях мира. Например, в Сингапуре и Малайзии скатов жарят на углях, затем подают с острым соусом самбал. Надо бы взглянуть, не завалялся ли один у нас в морозилке. Кстати, если вам будет интересно, я обязательно сделаю обзор о рыбалке в Красном море и съедобных видах рыб. Пишите в комментариях. А тем временем, наблюдая за повадками местной фауны и рисуя сравнения с персонажами из реальной жизни, мы приблизились к краю коралловых садов Ванадира. Эти сады – просто рай для подводного фото и видеосъемки. Ведь почти в каждом небольшом рифовом островке кто-то живет. И спустя пару минут я познакомлю вас с самыми знаковыми жителями местного Эдема. А сейчас позвольте пару слов об обрывах. Самая большая глубина тропов в зоне Ванадира – 60 метров. Здесь нужно сохранять повышенную внимательность. Ведь у края часто можно встретить нисходящее течение, а также опасных рыб. Сегодня нам посчастливилось встретить большую для этих мест морскую черепаху. Для хургады это весьма и весьма редкая и желанная встреча. Но покажу ее вам в одном из следующих выпусков, где мы подробнее разберем так называемый дипдайвинг. Это погружение на глубину до 40 метров, максимально разрешенную в любительском дайвинге, а также в дайвинге с использованием сжатого воздуха. И поскольку наш сегодняшний выпуск посвящен скорее туристическим погружениям, разберем, кому лучше вопрос подводного гида. Моим бадди в этом путешествии был Мохаммед, исключительно профессиональный, собранный и строгий дайв-мастер, действующий прямолинейно, как по учебнику, и в любой ситуации сохраняющий предельную дисциплину. Как вы уже поняли, это все чушь, кроме, конечно, профессионализма. Яркий, позитивный и полный любви к морю. Этот гид сделает ваше подводное приключение захватывающим и безопасным, а его наметанный взгляд
позволит вам не пропустить ни одного мастера маскировки и не пострадать от тех видов, которые вообще не считают нужным скрываться. К примеру, как вот эти аратроны, рыбы из семейства иглобрюхих, и более того, самые крупные рыбы в этом семействе. Длина взрослого аратрона может достигать 1,5 метра. Полненькими и неповоротливыми их сделала эволюция. Естественных врагов у иглобрюхих практически нет. Взгляните хотя бы на этого Картмана. Он даже прячется от камеры только для вида. Особенность аратрона в том, что он способен раздуваться практически до шара. Это рыбе удается сделать благодаря наличию специальной камеры, расположенной рядом с желудком. В момент опасности рыба мгновенно заполняет эту камеру водой, что отпугивает врагов. А если кто-то и решит проглотить такой шарик, он буквально станет камнем в горле. Ведь помимо усеянной шипами поверхности, в плоти аратрона накапливается яд тетродоксин. Как известно, этот яд намного токсичнее цианистого калия. У рыбы достаточно прочные зубы, которые запросто переламывают кораллы и моллюски, поэтому ее укусы достаточно болезненные. А этот яркий колибри называется по понятным причинам кузовок кубик. Тело рыбы защищено экзоскелетом. Форма тела, благодаря своему низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления, легла в основу внешнего вида концепт-кара Mercedes-Benz Bionic. Дополнительным защитным механизмом является способность при опасности выделять токсичную слизь. Хозяйственное значение вид не имеет, однако может разводиться в качестве аквариумной рыбки. Тем более, что с возрастом способен менять как цвет, так и пол. В дополнительных услугах при размножении не нуждается. А вот и царица. Нет, даже не так. Королевища рифов анадир. Рыба-лев или же крылатка-зебра. За безумно красивым внешним видом скрывается прирожденный хищник. Крылатки могут легко проглатывать рыб длиной до 2/3 собственной. В результате неосторожного обращения с рыбой можно уколоться шипами, что приводит к судорожным проявлениям, потере сознания и проблемам с дыханием, а иногда даже смерти. Раскраска тела выполнена в виде чередования коричневато-красных полос, что напоминает веер. От этой рыбы на значительном удалении держатся многие подводные обитатели, и нам следует последовать их примеру. Вы обязательно встретите рыбу-лев при погружении в пещеры, на затонувшие корабли и, конечно, в тени кораллов рифов анадир. Она редко проявляет агрессию, а вот любопытство – запросто. И если крылатка вами заинтересовалась, лучше немедленно отплыть на почтительное расстояние. И это касается не только дайверов. Например, счастливые посетители отеля «Аладдин» или «Али-Баба» в Хургаде могут полюбоваться на крупную представительницу этого вида прямо у затонувшего экскурсионного кораблика на пляже отеля. Несмотря на всю опасность, нельзя не восхититься внешним видом рыбы-льва. Она как будто говорит: «Смерть, полюбуйся, солидный размах моих крыльев. Я есть вечность, я есть красота, я есть сила и очарование Красного моря». И я, мысленно вторит ей пятнистая Мурена. Можно смело говорить о том, что это просто уникальный представитель Красного моря, который может в зависимости от вида вырастать аж до 3 метров. Тело у мурены змеевидное, поэтому она изящно перемещается среди россыпей камней различной величины у самого дна ночью, либо отдыхает в трещинах кораллов днем. Тело мурены без чешуи, при этом может иметь весьма разнообразный окрас. Можно встретить особи как монотонных, так и пятнистых, либо в полоску, либо цветных. У нее относительно большой рот с 2 челюстями. Зрение у мурен довольно слабое, зато прекрасно развито обоняние, а внезапная агрессивность может быть связана с физиологическим состоянием, испугом, болезнью или полученным накануне повреждением. Несмотря на отсутствие ядовитых зубов, укусы мурен очень болезненны и долго не заживают. При укусе мурен нависнет на жертве мертвой хваткой, подобно бультерьеру, при этом трясет челюстью, нанося рваные раны острыми зубами. Освободиться самостоятельно обычно не удается, требуется помощь. В Древнем Риме мясо мурены очень ценилось из-за своего специфического вкуса. Римляне содержали рыб в специальных огромных аквариумах и искусственных водоемах. В настоящее время промысел мурен не ведется, так как в коже некоторых видов, особенно обитающих в Индо-Тихоокеанском бассейне, присутствует сигуатоксин. Многие мурены – гермафродиты. Большинство их вначале созревают как самцы, впоследствии меняют пол. Встречаются и синхронные гермафродиты, у которых одновременно развиваются мужские и женские органы размножения. Мурены часто пользуются услугами чистильщиков, рыб-креветок, которые собирают остатки пищи из зубов, и паразитов с поверхности тела и из ротовой полости. Наблюдать за этим процессом очень интересно.
Крупные мурены в течение всей своей жизни, около 10 лет, живут на одном месте и хорошо известны местным гидам. Мурены отлично уживаются с другими опасными представителями Красного моря, с той же крылаткой. Вместе они создают опасный тандем, увеличивая шансы друг друга выйти из любой опасной ситуации победителями. Но если мурену не злить, то порой она может даже позволить себя поцеловать. Теперь же я предлагаю перейти к куда менее заметным и в разы более опасным представителям рифа. Хотите верьте, хотите нет, но в Красном море есть только один вид каменных рыб, хотя дайверы часто принимают по меньшей мере 5 других видов за каменных. Это рыбы-скорпионы. Впрочем, неудивительно, если учесть, что все рыбы-скорпионы, крылатки и каменные рыбы принадлежат к одному семейству. Члены этого семейства имеют сходные характеристики в том, что у них всех есть ядовитые шипы. Например, бородавчатка имеет 18 ядовитых шипов. Официально это самая ядовитая рыба в мире, и инъекционный яд может убить взрослого менее чем за час. Если вы наступите или случайно дотронетесь до позвоночника этой рыбы, получите рвоту, жар, отек, мучительную боль, затрудненное дыхание и разрушение тканей вокруг входной раны, поэтому немедленная медицинская помощь необходима. Если своевременно обратиться к врачу, то человека можно вылечить, но на это уйдет много времени. Каменная рыба передвигается неуклюже, не путешествует очень далеко. Это обитатель дна и мастер камуфляжа, которого можно найти частично скрытым в песке или скрывающимся среди коралловых глыб и скал. Она также может быть покрыта водорослями, таким образом усиливая свою маскировку. Будь их естественный цвет коричневый или серый, она может принимать другие цвета, чтобы соответствовать окружающей среде. Ну и как же не показать большого красного осьминога в Красном море? Можно с уверенностью сказать, что ни одно земное существо не имеет настолько хорошего приспособления к тому, чтобы выжить. Можете судить сами. Этот моллюск имеет 8 либо 10 рук-щупалец, с помощью которых он хватает свою жертву. На них имеются присоски и когти. Животное имеет большой клюв, а его зрение более хорошее, чем у орла. У осьминогов есть ядовитые железы, а также они могут видеть в ночное время, так как у них есть инфракрасное зрение. Благодаря своему реактивному двигателю осьминоги в толще Красного моря передвигаются очень быстро. На протяжении часов они могут лежать на водной поверхности, а также совершать непродолжительные прогулки по берегу, так как у них есть резервуар для воды. Эти спруты обладают способностью к регенерации. Если животные теряют щупальца, то оно отрастает в скором времени. Осьминоги Красного моря, так же как и кальмары, имеют возможность выпускать чернильную жидкость для того, чтобы спрятаться от своего противника. У осьминогов есть возможность изменять свой окрас, маскируясь при этом под цвет морского дна, и даже принимать форму и внешний вид коралла. Обнаружить подобного спрута крайне сложно, и встреча с ним – большая радость для любого дайвера. Также эти животные обладают собственным фонариком, светящиеся части кожи, которые очень хорошо могут выручить в полной темноте. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, почем скучает дайвер, родившийся в Беларуси и переехавший за новыми ощущениями в Египет? Не поверите, но по сбору грибов. Ничто в Египте не сравнится с ароматами акварели белорусского осеннего леса. Но я нашел для себя выход в поиске вот таких созданий под водой. Название этого существа я, к сожалению, не знаю, поэтому буду очень рад за любую информацию о нем в ваших комментариях. В силу природных защитных функций, найти такой гриб можно только если приблизиться к нему практически бесшумно. И, конечно же, ни в коем случае не вздумайте его срывать. А это морской огурец. Быть одновременно животным и огурцом – это большая честь. Название класса произошло из-за их веселых способностей и внешнего вида. Например, сворачиваться при прикосновении и быть похожим на огурец. Ну или просто быть похожим на огурец. Для названия ведь больше и не нужно. При виде этой странной твари рождается вопрос. За сколько денег ты бы его съел? Не боись, друг, их и так уже официально едят. Готовить их относительно несложно, а японцы вообще кушают их сырыми. А ближе к концу нашего путешествия я приготовил для вас немного милоты и приятный сюрприз. Внимание на экран. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца.
Риф Фанадир – это удивительное место, которое обязательно нужно посетить. Многие его тайны сегодня остались неразгаданными. Но ведь для этого мы здесь. Надеюсь, что вскоре и вы. А мне, вслед за этим потрясающим созданием, пора на поверхность, делиться впечатлениями с коллегами и готовиться к новым погружениям. С нетерпением жду ваших комментариев, отзывов и вопросов, на каждый из которых обязуюсь ответить. А ваши лайки и подписка согреют уставшего дайвера и подвигнут до создания нового материала о чудесах Красного моря. Я желаю вам незабываемых путешествий и до встречи на дне.